Чтобы вы что-то захотели, вам должны были об этом как минимум сказать. В нашем обществе принято эксплуатировать иерархический инстинкт. Доброго дня и мира моему уважаемому слушателю. Вы находитесь на канале Антидот, и это мое первое видео. Хочу сказать, что это очень интересный опыт начинать свой YouTube-канал. Как говорил когда-то Артемий Лебедев, все люди делятся на производителей контента и его потребителей. Ну, это он, конечно, не первый сказал, но первый раз я услышал эту мысль у него. И, по моему мнению, это примерно 80-90% потребителей и 20 или 10% производителей. И, конечно же, все потребители контента в глубине души мечтают стать производителями и тоже иметь популярную, интересную площадку, где окружающие будут тратить свое драгоценное время и смотреть их видео или читать их блог. Но где-то в глубине души у каждого потребителя есть ощущение, что не так-то легко это сделать. Не знаю, это ли так долго держало меня от того, чтобы перейти в ряды производителей контента, или, может быть, понимание того, что не так интересно что-то сказать, чем сказать что-то интересно. И я решил это сделать. Перейти от потребителей контента к производителям. Смотрим, что из этого получится. И начать бы я хотел с мысли, которую я поднял в своем видео о канале. Что большинство людей живут в иллюзорном мире. Обычно после этой фразы слушатели делятся на две неравные половинки. Меньшая – это те, которые задумывались над подобными мыслями и где-то в глубине души понимают, что не так все однозначно, и это может быть правдой. Эти слушатели, как правило, делают видео погромче и начинают прислушиваться, о чем конкретно хочет сказать автор. И тех, это другая, большая половинка, которые после таких фраз думают, что за бред несет автор. Какая такая иллюзия? По-моему, все очень реально. Какое там у нас следующее видео по списку? Это обычно такие нормальные мысли, которые приходят к людям после подобных фраз. Но не спешите менять видео. Задержитесь на несколько минут. Вам может понравиться. Когда я говорю слово «иллюзия», то я понимаю его в очень узком, конкретном смысле этого слова. Иллюзия – это не галлюцинация, которая возникает во время психоза или под действием психоактивных веществ, а иллюзия в смысле того, что наша реальная картина мира – это только картина. Это карта реальности, это не реальность, это наша интерпретация всего того, что мы видим на основании нашей парадигмы, нашей модели мира, основанной на определенной системе ценностей. То есть, если эту систему ценностей заменить, то картина мира может существенно измениться. Вот в каком смысле иллюзия. И эту большую половину, которая именно так думает, конечно же, понять можно. Если этим специально не заниматься и не тратить время на изучение этого вопроса, то можно прожить жизнь и никогда даже об этом не задумываться. Мне нравится пример на эту тему Алексея Холопова про шоколад. Представьте, вы никогда не ели шоколад. Ну, выросли в такой культуре, где его не едят. Вы никогда не слышали о нем, никогда не видели о нем. Ну и, конечно же, никогда не пробовали его. И вот вопрос. Реально ли такое состояние, чтобы вы его захотели? Ну, понятно, что нет, да? Отсюда первый вывод. Чтобы вы что-то захотели, вам должны были об этом как минимум сказать. Ну, или лучше показать, или даже лучше дать попробовать. Причем таким образом, чтобы вы этого захотели. Ну, то есть вы понимаете, если вам что-то покажут, и вам это покажется плохим, вы же этого же не захотите, да? Если дальше думать на эту тему, то мы придем к еще второму выводу, что практически все, что мы хотим, нам было навязано
культурой, нашим обществом, традициями и так далее. Но это отдельный разговор. Я этот пример про шоколад привожу, вот чтобы поняли, что значит наша жизнь в иллюзии. То есть если не потратить время на изучение этого вопроса, то в конце жизни может, конечно, прийти такое ощущение, что что-то тут не так, и вот жизнь ушла непонятно куда, а может даже и не прийти. Именно поэтому я назвал канал «Антидот». Более определяющим было бы, конечно, название «Антидот от хаоса жизни». Но это как-то слишком длинно и пафосно. Чтобы поднять подобные темы среди пусть и небольшой, но думающей аудитории социальных сетей. Это не займет много времени, чтобы убедиться, что наша реальность, наша парадигма жизни – это всего лишь одна из немногих. Причем далеко не самая лучшая. И тут внимательный слушатель потребует определения словосочетания «парадигма жизни». Это нормально, понимаю. Парадигма – это модель. Чего угодно, но чаще всего это употребляется применительно к науке или общему мировоззрению, как в нашем случае. То есть, по сути, это общепринятый образец или пример того, как на данном этапе развития стоит подходить к решению проблем в определенной области. Про данные этапы развития мы обязательно тоже поговорим, но сейчас давайте остановимся на модели. Так вот, есть очень много разных моделей мира. И тут как с шоколадом, если вы не слышали о них, то вы никогда даже об этом не подумаете. Или вот, чтобы было еще понятнее, давайте другой пример. В нашем обществе принято эксплуатировать иерархический инстинкт. Это тот инстинкт, который развивался у стадных животных и движет их к тому, чтобы занять как можно более высокоранговое положение в своей стае. Понятно почему. Чем выше у тебя позиция в стае, чем больше у тебя доступа к ресурсам, типа еды, самкам и так далее. Я думаю, ни у кого нет сомнения по поводу присутствия этого инстинкта у людей. Если есть, выгляните в окошко. Все то же самое. Так вот, в нашем обществе мы с самого раннего детства жестко эксплуатируем этот инстинкт и играем на нем. Как пример. Вот посмотри, сестричка получает одни пятерки, а ты еле-еле тянешь на четверки. Мама говорит младшему братику или старшему братику этой сестрички. Вот сосед уже Мерседес купил, а ты еще даже на калину не насобирал. Жена может говорить мужу своему или девушка парню своему и так далее. Вот все твои подружки уже давно вышли замуж, а ты? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, что на самом деле происходит? Происходит сравнение одного индивидуума с другим. И укол его иерархического инстинкта, который должен замотивировать его стать, хотя бы как сосед, а желательно, конечно же, лучше. И к чему это приводит? Давайте посмотрим. Снова выгляните в окно. Все пытаются догнать и перегнать друг друга. И, конечно же, вы эксплуатировали этот инстинкт, когда мотивировали вашего ребенка хорошо учиться. Но когда он вырос, этот инстинкт начинает эксплуатировать и другие. Производители рекламы, противоположный пол, работодатель и вообще все, кому не лень. Ведь он у нас так обострен и поэтому так прекрасно работает. Правда, не всегда, иногда дает сбои, и это называется депрессия, но мы сегодня говорим не об этом. Когда мы так сильно эксплуатируем этот инстинкт, мы приходим к тому, что сейчас происходит. Посмотрите, почему мы удивляемся, что мы сегодня живем в обществе потребления? Почему людям всегда мало, чего бы они ни добились? Всегда не хватает и хочет больше. Не поэтому ли? Так вот, мы говорим о примере. Про инстинкт это я так отвлекся и рассказал, чтобы всем пример был понятен. Вы знаете, что сейчас на нашей планете есть общество, где если учитель в классе попросит, например, у Васи школьника ответить на какой-то вопрос, и он не знает ответа, он никогда не скажет: «Очень плохо, Вася, ты не выучил урок, садись». А теперь поднимите, детки, руку, кто все-таки знает правильный ответ. Почему не спросит? У нас всегда так учитель делает, подумаете вы. Мы привыкли, для нас это абсолютно нормально.
А не спросит он потому, что учитель очень хорошо знает, что ни один Васин одноклассник не поднимет руку, даже если он знает ответ. Потому что Васин одноклассник четко понимает, что если он поднимет руку и скажет этот самый ответ, который хочет услышать учитель, тем самым он сделает очень неприятно своему ближнему и поставит себя выше него. А в их обществе так неправильно делать, он так был воспитан с детства. Да, это звучит дико и непонятно для нас. У нас каждый это только и делает, старается поставить себя выше своего ближнего, не заботясь о том, каким последствиям это приведет. Все конкурируют друг с другом. Соседи, компании, национальности, страны. Нам так сказали. Выживает сильнейший, это нормально. Так вот, давайте и подумаем вместе. А неужели нельзя по-другому? Может, тогда было бы меньше боли, горя и страданий на Земле. И в этом выпуске я даже не стараюсь сказать, какая модель лучше, а какая хуже. Я просто говорю, что есть и другая модель общества, другая парадигма. И если присмотреться внимательно к нашей парадигме, то сразу заметно, что она как будто специально так устроена, чтобы большинство людей прожили всю жизнь и никогда не задумывались, что они живут в некой матрице. Простите за запиленное сравнение, я имею в виду такой ментальной матрицы, не цифровой, как в этом одноименном фильме, да? Хотя надо отдать им должное создателям этого фильма, они сделали для своих современников этим фильмом не меньше, чем некоторые известные философы типа Аристотеля или Конфуция для своих современников в вопросе изучения разных парадигм жизни. Так что целые группы физиков и математиков из авторитетных университетов высчитывали, какая вероятность того, что мы живем в цифровой матрице. Даже Илон Маск высказал свое мнение по этому поводу. Если вам интересно, могу дать ссылку. Я думаю, этот фильм тоже станет классикой в свое время, если еще, конечно, не стал. Итак, цель моего канала – мотивировать слушателей задуматься над моделью нашего общества и вместе решить, что мы можем изменить, чтобы жить стало легче. А причина, почему я решаю это делать, это понимание того, что размышления на подобные темы приводит к тому, что приходит желание попробовать некоторые идеи на практике. Причем даже придумывать эти идеи не надо будет. Многие из них были высказаны 1000 лет назад, некоторые сотни или свежие даже десятки лет. Об этом многие люди думали, говорили, писали и жизни отдавали даже. И после того, как ты начинаешь пробовать воплотить некоторые подобные идеи в свою жизнь, она начинает резко меняться в лучшую сторону. Приходит понимание окружающих, гармония и какое-то спокойное восприятие вот этой реальности. А это стимулирует еще больше изучать эти вопросы. И вот эта позитивная обратная связь приводит к тому, о чем говорится в одной древней книге, что нужно только ступить в этот источник, а потом захочется зайти по колено, потом по пояс, потом по шею и потом поплыть. Так вот, чтобы было более понятно, давайте будем говорить о реальных, приземленных вещах из нашей жизни. И вот для затравки я предлагаю поднять такую попсовую тему. Тему лишнего веса. Это реальная проблема нашего общества, так что давайте начнем с нее. Почему нет? И, вы знаете, что эта проблема более актуальна в одних странах, чем в других. И, как вы видите, в западном, индустриальном, развитом и обеспеченном ресурсами и информацией обществе эта проблема как раз наиболее острая. Интересно, почему? Давайте начнем с нее. Тут сразу могу сказать, реально очень сложно быть услышанным, так как профессионалов на эту тему просто пруд-пруди. Как только человек прочитал про белки, жиры, углеводы, их дозировки и соотношения, посмотрел пару видео по тренировкам разных групп мышц, для него сразу все становится понятным. Он уже готов быть и персональным диетологом, тренером, и даже
лайф-коучем. Это сейчас в тренде. Зачем мелочиться? Учить так учить. Сразу в жизни. И предлагается куча разных методик, диет, подходов. И каждый агитирует за свою методику или за свою диету. Кто-то говорит, что помогает только кето-диета. Кто-то агитирует за вегетарианство. Кто-то за веганство и так далее. Кого слушать? Кому верить? Ну и слушают, конечно же, тех, у кого мышц больше. Не понимая, что основная масса из них это люди с убитыми суставами, мышцами, сердцем и часто даже печенью. Хоть и выглядят эти мускулисто-рельефные парни очень впечатляющие, они иногда настолько слабы, что не могут даже поднять эту собственную гору мышц. То есть там 10 раз подтянуться. Я видел такое. Представляете себе машину, у которой мотор такой большой и тяжелый, что она не может даже сдвинуть собственный вес с места из-за этой тяжести. Это абсурд в мире машин. Но это реальность в мире бодибилдинга. И, конечно же, никто не слышит хиленьких старичков в очках с толстыми стеклами, то есть, реальных профессионалов. А они говорят, что проблема лишнего веса – это проблема более глубокая, это проблема психологическая. Диеты не помогут, или даже если помогут, то только на короткое время. Рано или поздно вы сорветесь в ту или иную крайность. Или забьете на свой вес и окончательно сдадитесь и будете отводить глаза от зеркала, когда проходите мимо. Либо станете помешанным на своей внешности и на своем весе. Только об этом будете говорить, только свое тело будете фоткать и всячески им бравировать. И это, по сути, точно так же убого, как полностью сдаться и в свои 30-40 лет выйти из берегов. И тут, конечно, можно поспорить, это все-таки проблема психики или нет. Но психологи именно это и утверждают. И если хорошенько подумать об этом, то с профессионалами бесполезно спорить. Так как, конечно же, что-то с психикой индивидуума не так. Если он, четко понимая, что этот лишний вес и неправильный образ жизни губителен для его здоровья, и жить он будет меньше и качественно хуже, потому как это сильно влияет практически на все сферы его жизни, он все равно ничего не предпринимает. То есть человек ради мимолетного, мнимого удовольствия от поглощения, как он считает его любимой еды, готов эти факты, которые он прекрасно понимает, в расчет не брать. То есть он идет против своего инстинкта самосохранения. И только это уже ненормально. И, конечно же, парни с большими мускулами вам не смогут сказать, в чем проблема. Да и опытному психологу надо будет провести с пациентом не 1 час, чтобы выяснить, что же на самом деле может служить причиной такому поведению. Максимум, на что способен персональный тренер, это просто расписать диету и предложить систему тренировок. А то, что это не поможет, так это только ему на руку. Клиент будет дольше пользоваться его услугами, и его востребованность будет только возрастать. Помните этот анекдот про то, как отец уехал в отпуск и передал сыну на время своих пациентов? Так вот, он вылечил женщину, которая оплатила его сына учебу и содержала его семью 20 лет, а он взял и все испортил. Просто дал ей рецепт, который работал, и она перестала приходить на прием к врачу и перестала платить за работу. И вот для пациента как раз не важно, делал это врач осознанно или врач просто не знал этот реально работающий способ лечения, пациент все равно страдал. То же самое происходит с современными подходами к этому чувствительному вопросу. Людей морят диетами, как только можно мотивируют заниматься спортом, а результат так себе. Посмотрите внимательно вокруг себя. Если бы диеты помогали, то вокруг не было бы столько людей с проблемами лишнего веса. Это как с книжками про то, как заработать миллион. Если бы они работали, то не было так много людей, которым нужны были деньги. Есть реально работающий рецепт,
прочитал, сделал и все. Проблем с деньгами нет. Я помню, кто-то сказал по этому поводу, что если бы и была такая книжка, которая реально работает, ее бы украли еще до того, как она бы вышла в печать. Вот хороший пример того, когда есть конкретно работающий рецепт. Раньше, как вы знаете, большинство людей умирали от любой маломальски активной бактериальной инфекции. И так было тысячи и тысячи лет назад. Потом хлоп, и эту проблему решили. Изобрели антибиотики, и все. Есть книжка, называется «Фармакология». Там все четко написано, для какой бактерии какой нужен антибиотик. И все. Проблемы нету. Ну, по крайней мере, она не в таком масштабе сейчас, как была. В общем, я думаю, я раскрыл актуальность темы лишнего веса и готов озвучить тезисы моей мысли. Скажу сразу, что все они были озвучены до меня. Это не что-то такое, к чему я лично сам пришел. Я просто обобщил много разных источников, много толстых и заумных книжек, поместил эти все мысли в коротких 6 видео. И, думаю, что, наверное, какие-то книжки, конечно, вам назову, чтобы вы могли проверить или немножко больше и глубже разобраться в том, о чем я говорю. Многие мысли я взял у Михаила Ефимовича Литвака. У него специальной книжки на эту тему нет. Я прочитал практически все его книги. Там половина информации всегда переходит с одной книги в другую. Мысль автора четко, всегда понятна. И у него затрагивается эта тема. Хоть, еще раз повторюсь, специальной книжки на нее нет. Неплохо эту тему раскрыл Алан Карр в своей книге «Легкий способ бросить вес». Он вообще не касался психологического аспекта этой проблемы, но вот насчет диет, упражнений, силы воли расписал очень неплохо. Вот более психологический аспект этой проблемы я взял и использую некоторые мысли Андрея Курпатова из его последней серии книг «Красная таблетка». Итак, я пришел к выводу, что для того, чтобы сбросить вес, не нужны диеты. Не нужны упражнения, не нужна сила воли. Все, что для этого нужно, это две вещи. Нужно научиться думать и стать честным с самим собой. И, конечно же, мы это разберем в каждом отдельном видео, подробно об этом поговорим. И в следующем выпуске я постараюсь убедить вас, что для того, чтобы сбросить вес, не нужны диеты. Потом отдельно выпуск будет про упражнения, про силу воли. И 4, 5, 6 выпуск я посвящу тому, что действительно нужно. Про то, как начать учиться думать и как начать учиться быть честным с самим собой. Вот для решения этого простого, но часто нерешаемого вопроса в жизни многих людей этого достаточно. Вот такие планы у нас на ближайшие выпуски. Если вам было интересно, вы можете подписаться на наш канал. А мне, конечно, будет очень интересно прочитать в комментариях, что вы обо всем этом думаете. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!